Итак, вы решили поменять тормозные колодки, тормозной диск, а может быть и полностью обслужить тормозную систему. В этом видео я покажу, как это можно легко и просто сделать своими руками. Приступим прямо сразу. Машина у меня уже стоит на домкрате. На всякий случай всегда подкладывайте что-нибудь. Вот у меня брусок для защиты, потому что если вдруг домкрат не выдержит, чтобы машина не бухнулась на асфальт, ну и по крайней мере, в худшем случае ничего не придавило. Так, откручиваем колесо, снимаем его. Его также можно будет закинуть под машину. Вот он, наш тормозной диск. Многие считают, что его вообще не нужно менять. Можно, получается, брать и стачивать вот эту кромку, которая нарастает, думая, что это просто ржавчина. И тем самым он будет служить вечно. На самом деле не так все просто. Ведь этот диск имеет определенную толщину, и она указана на самом диске. Давайте сравним. Вот так выглядит новый диск, вот так выглядит старый. Я уже поменял его с левой стороны. Думаю, с лицевой стороны вроде как, какая-то выработка есть. Ну а с обратной-то я не вижу. А здесь она уже волнами. И тормозная колодка неправильно легла и начала уже тормозить каким-то боком. Немножко перекошенная. И что насчет толщины? Здесь указано на самом диске. Не знаю, покажет ли камера, минимальная толщина 28 мм. Ну а сам диск имеет толщину 30 мм. То есть, как только мы сыграем в этот 1 мм, с одной стороны и с другой стороны, мы уже должны диск выбрасывать. У меня же показывает 28 мм, и еще даже из-за этой кромки до конца не доходят усики. Вот здесь вот получше, да. Даже меньше, чем 28 мм, потому что усик один до конца не доходит. Поэтому все, его уже надо выбрасывать. И если вы думаете, что его можно вот точить, вам кто-то скажет, давайте его поточим, будешь еще ездить, что с ним будет. Толщина-то вон какая. Никого не слушайте. Никогда не ставьте бэушные тормозные диски и уж точно тормозные колодки. Если вы решили поменять тормозной диск, всегда меняйте тормозные колодки. Даже если они еще выглядят более-менее, еще, казалось бы, тут еще можно на них поездить. Все, в топку. Итак, сняв колесо, перед нами наш тормозной диск и тормозной суппорт. Сзади у него болт, как правило, на 14. Сверху и снизу. Выкручиваем их. Если бы мы просто меняли тормозные колодки, можно было выкрутить только нижний. Тогда мы бы вот так вот задрали саму скобу и прицепили бы где-нибудь здесь. И можно было бы поменять тормозные колодки легко. Но нам нужно полностью снять все и добраться до самого диска. Его можно будет снять только если мы скобу полностью снимем. Да, совсем забыл сказать, всегда одевайте перчатки. Хорошие резиновые толстые перчатки, потому что будете работать вместе с тормозной жидкостью, всякими смазками, всякими очищающими средствами, типа тормозной очиститель для тормозной системы. Все это разъедает руки, и лучше позаботиться о своей безопасности, надеть перчатки. Болты мы вот выкрутили, первый, второй. Для того, чтобы ослабить тормозные колодки, вставляем сюда, может быть, либо толстую отвертку, либо что-то вот такое. Достаточно немножко потянуть на себя, цилиндр утопает, и мы можем снять скобу. Вот так вот. Вон сколько ржавчины. Я уже сразу ослабил болт, который держит как раз шланг, который поступает вот сюда, вот к нашим тормозным цилиндрам. Для того, чтобы посмотреть их состояние, берем маленькую отверточку и заглядываем внутрь. Аккуратненько, чтобы не порвать резинку. Небольшая ржавчинка есть, но она получается на самом манжете. Внутри она не пошла. Простой способ выдавить эти цилиндры – это попросить кого-то нажать на тормоза. Главное это делать, не до самого конца, иначе просто цилиндр выпадет, и уже нужно будет его туда вставлять. Давай, жми. Еще.
Все, пока хватит. Хоть и здесь получается, мы видим, что огромные очаги ржавчины внутри, но нам нужно заглянуть под резинку и убедиться, что нету ржавчины там. Вот да. Все чистенько. Это в первом, а во втором. Для того, чтобы выдавить второй цилиндр, нужно что-то подложить под первый, чтобы он уперся и уже больше никуда не шел. Еще. Еще. Хорош. И еще. Хорош. Вот здесь вот ржавчинка мне не очень нравится. Чтобы продержать этот цилиндр, а этот до конца вышел, я использую обычную струбцину. Так, парень, давай еще разочек. Давай. Еще. Все. Все. Они все вышли, теперь мы можем их полностью обслужить. И уже посмотреть, что у нас внутри тормозного цилиндра. Есть там ржавчина? Нет. Пошел очаг коррозии. Заодно заменим всю тормозную жидкость. Смотри, какого она цвета. Уж точно она такого не должна быть. Она должна быть светлая, такая вот маслянистая, беленькая. Ну точно не коричневого. Подцепим сам шланг повыше, чтобы с него не так быстро уходила жидкость. И можем спокойно разобрать, что у нас здесь происходит. Струбцина всегда помогает, хотя есть, в принципе, и специальные цилиндроудавливающие приспособления. Но если под рукой их нет, то, в принципе, всегда можно использовать струбцину. Так, ну давайте заглянем, что у нас там ожидает. В принципе, не все так страшно, да. Ржавчина есть, но она только сверху. Зачистим, поставим назад, все смажем, и будет порядок. А что здесь? Здесь тоже то же самое, да. Но если бы ржавчина пошла сюда на сам цилиндр, то, конечно, уже надо было смотреть и принимать решение. Либо пока зашкурить, поставить временно, либо только замена. В моем случае еще походит. Если ты разбираешь, ты можешь и сам повредить, она может и уже быть поврежденная. Лучше всегда иметь запасную. Внутри цилиндра есть, конечно, какой-то песочек. Хорошо, что мы разобрали. Мы сейчас все это дело зачистим. Может быть, даже немножко покрасим. И будем собирать назад. Все, скобу я промыл, прочистил. Очистил наши цилиндры, ну вот насколько получилось. Даже внутри немножко красочки попал, чтобы, мне кажется, вот туда попадает влага, от нее коррозия, ржавчина, и она потом выплескивается и начинается здесь. Именно поэтому вот так даже решил подкрасить. Все резиночки тоже вот прочистил, промыл, просушил, все готово. Да, одно только не сказал, что вот эта резиночка находится внутри самого цилиндра. Так что я ее тоже решил прочистить, потому что какой-то песок, какая-то вот остаток вот примеси крупинок на ней был. Поэтому для лучшего скольжения лучше всего вынуть и все это дело прочистить. Я потом покажу, как обратно поставить. Так, дальше разбираем. Так, теперь нам нужно будет снять полностью вот эту скобу. Что хочу сказать, смотрите, в принципе она еще ого-го. Если сравнивать ее с новой, то она не сильно-то разнится. Вот.
Вот так вот, наверное, да? То есть практически как новая. Ну, разница буквально 2 миллиметрика. Но я не могу их оставить, потому что диск мой уже пришел в негодность. И я не могу поставить новые диски Zimmermann. Я, кстати, делал на них обзор с новыми колодками Zimmermann. Вот. И я точно не могу и не хочу ставить туда старые колодки, потому что они неправильно скошены, сточены. Они мне также этот диск новый, можно сказать, изуродуют до неузнаваемости. Поэтому все. Извините. Вроде как бы хорошие колодки, но мне от них понадобится только вот эта вот пластина, чтобы она лучше распределяла тепло и хорошо скользила, да. Так вот я ее сюда приделаю. Теперь нам нужно полностью снять вот эту скобу, чтобы можно было извлечь тормозной диск. Ключом на 17. О, какая крепкая. 20 minutes later. Последний болт добавил нам проблем. Приржавел прямо вот у основания. Все, сняли мы скобу. Сейчас мы тут все тоже зачистим, обслужим. Обязательно направляющие прочистим. Заново смажем. А теперь можно будет снимать наш замечательный тормозной диск наконец-то. Вот и он. Вау, только посмотрите на это. Вот эта колодка получается, я обратил на нее внимание, вообще неправильно как-то начала стачиваться. Такое ощущение, что ржавчина начала расти. Она тормозила, получается, только 2/3 своего размера. Получается, вот здесь и вот здесь уже не тормозила нифига. Обалдеть. Вот так вот. Тормозные колодки еще вроде как ничего по толщине, но диск полный. Полная смерть ему настала. Хотя с лицевой стороны вот, вроде как будто ничего страшного, да? А что творится там, никто не знает и не видит. Чтобы новый диск не приржавел, обязательно счищаем ржавчину. И немножко медной смазки. Самое интересное, поставить наконец-то диск. Этот диск от Zimmermann, он крашеный, но это только здесь так. А в основном все диски идут в масле. Прям с конвейера, для того, чтобы они вот так вот не ржавели. Потому что чуть-чуть влаги попадает, и они прям сразу уже ржавеют. Что нужно сделать? Обдать тормозным очистителем и протереть. Так сказать, стереть все масло, которое там было. То же самое с обратной стороны. Медной смазкой немножко здесь вот, чтобы больше не прикипало. И разотрем. Устанавливаем диск. Для того, чтобы легче было устанавливать скобу, я одной гаечкой притягиваю его. Такой фокус. Все. Диск на своем месте. Подготавливаем нашу скобу. Вот она как раз после покраски. Не стал показывать, как красил. Все просто зачистил, обезжирил. Немножко грунта. Немножко красочки в 2 слоя. Ну и финишные, тут немножко лака даже. Кольца, которые находятся внутри посадочных мест. Смазываем. Немножко самой тормозной жидкостью. Никаких больше других смазок не нужно. Смазываем посадочное место здесь. И легко вдеваем его. Простая процедура. Главное убедиться, что резинка полностью зашла и не замялась. Надеваем резинку. Надеваем ее с обратной стороны. Чуть-чуть до середины и назад. Нужно ее распрямить, чтобы она вот именно стала вытянутая.
Тогда ее очень легко будет вдеть, и не надо там никакими отвертками тыкать. Вот. Вот так вот она должна выглядеть. Вот. Вдеваем снизу, а потом вот сверху. Смазываем направляющие. Я использую такую пасту силиконовую. Говорят, она одна из самых лучших, точно не замерзает. Одеваем пыльник. И прямиком внутрь. Прокрутили. Вот, теперь он работает. Отлично. То же самое делаем со вторым. Кстати, первый, если заметили, был с резиновым уплотнительным кольцом. Специально сделано, чтобы не стучали на кочках. Я зачистил полностью вот эти скобы. Сейчас мы их установим. Они были совсем ржавые. Ну, я думал, что у меня такие есть, но у меня немножко отличаются. Наверное, у меня от XV остались. Поэтому установим старенькие. Ну, хорошо зачищенные, они почти как новые. Все можно восстановить, в принципе. Нанесем немного смазки до 3000. У меня вот такая вот есть смазка Ceramic Extreme Brake Lubricant. До 3000 на разогрев. И только вот в тех местах, где будут ходить сами колодки. Чуть-чуть, много не надо. Прям вот буквально один мазок. Все равно на любую смазку рано или поздно налипает грязь. И она перестает смазывать, а начинает только тормозить. Не забываем протирать перчатки, или даже можно сменить, чтобы точно не трогать после смазки само тормозное вот это полотно. Уж это точно ни к чему хорошему не приведет. Колодки установлены. Сейчас подожмем немножко пластинку и будем устанавливать их на место.